Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я собрала 9 легких закусок, которые прекрасно подходят для праздничного пасхального стола. Первыми приготовим фаршированные яйца. Такая закуска готовится несложно, ингредиенты доступные и на столе смотрится очень ярко и красиво. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку. 100 грамм колбасы или ветчины нарезаем мелкими кубиками. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. 6 вареных яиц разрезаем пополам. Аккуратно вынимаем все желтки. Желтки разминаем вилкой. К подготовленным желткам добавляем нарезанную колбасу и зеленый лук. Сюда же насыпаем пол чайной ложки молотой красной сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 1-2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем до однородности. Вместо майонеза можно использовать густой несладкий йогурт. Приготовленной начинкой заполняем белки от яиц. Начинку выкладываем на яйца с небольшой горочкой. Этой начинки как раз хватает на 12 половинок яиц. Готовим украшение. Берем 1 красный сладкий перец и срезаем у него верхнюю и нижнюю часть. Вырезаем семенную коробочку. Половину перца нарезаем тонкими брусочками. Затем эти брусочки нарезаем на маленькие кубики. Точно так же нарезаем маленькими кубиками половинку желтого перца. Подготовленные кусочки красного перца выкладываем сверху на фаршированные яйца. Таким методом украшаем 6 половинок. Остальные 6 половинок фаршированных яиц украшаем кусочками желтого перца. Приготовленные яйца выставляем по кругу на блюдо. Чтобы было более красиво, чередуем цвета. Для украшения блюда приготовим цветок из помидора. 1 помидор среднего размера разрезаем вдоль пополам. Половинку помидора нарезаем тонкими пластинками. Чем тоньше пластинки, тем удобнее будет заворачивать розу. Пластинки распределяем, формируя из нее ленту. Аккуратно сворачиваем ленту в цветок. Розочку переставляем в центр блюда. Вокруг цветка выкладываем зеленые оливки. Блюдо готово, можно подавать на стол. Фаршированные яйца получились красивыми, яркими и очень вкусными. Готовятся они просто и на праздничном столе сразу привлекают взгляд. Второй приготовим закуску с колбасками, яйцом и огурцом. Она красивая и несложная в приготовлении, продукты все доступные. Сначала подготовим ингредиенты. Свежий огурец нарезаем кружочками. Каждый кружочек разрезаем пополам. 2 вареных яйца тоже нарезаем кружочками. Тонкую охотничью колбаску нарезаем красивыми кружочками. 80 грамм сливочного сыра кладем в кулинарный мешок с насадкой звездочка. Складываем закуску. Берем круглый соленый крекер и выдавливаем на него немного сливочного сыра, чтобы приклеить начинку. Кладем кружочек из яйца. Сбоку на яйцо выкладываем половинку огурца. Из кулинарного мешка отсаживаем 2 звездочки сливочного сыра. На сливочный сыр выкладываем 2 кусочка колбаски. Украшаем листиком петрушки. Закуска готова. Таким методом готовим все остальные закуски. Закуска на крекере с колбасками, яйцом и огурцом получилась красивой и сытной. Готовится просто и получается всегда. Такая закуска будет уместна на любом праздничном столе. Третий приготовим закуску шарики. Она шикарно смотрится на любом праздничном столе. Готовится несложно и достаточно быстро. С ее приготовлением справится каждый. Готовим сырную массу. В миску кладем 180 грамм сыра фета и разминаем его вилкой. К нему добавляем 180 грамм сливочного или творожного сыра. Все перчим по вкусу. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока.
Все перемешиваем до однородности. Пучок укропа измельчаем ножом. На сковороду высыпаем 50 грамм кунжутных семечек. Обжариваем кунжут на среднем огне, постоянно перемешивая до красивого золотистого цвета. Следим, чтобы он не сгорел. Готовим закуску. Берем примерно 1 чайную ложку сырной массы и заворачиваем в нее оливку. Скатываем шарик. Таким методом начиняем все шарики. В часть шариков я кладу зеленые оливки, а во вторую часть черные оливки. Для этого количества сырной массы понадобилось примерно 130 грамм оливок без косточек. Половину шариков кладем на тарелку с измельченным укропом, а другую часть на тарелку с обжаренными кунжутными семечками. Каждый шарик хорошо обваливаем в кунжуте. Для того, чтобы придать шарику более ровную форму, опять немного катаем его в руках. Точно так же шарики обваливаем в измельченном укропе и немного прокатываем еще раз в руках. Готовую закуску красиво выкладываем на блюдо рядами. Закуска шарики получилась красивой и очень вкусной. Для праздничного стола это прекрасное блюдо, так как готовится несложно и достаточно быстро. Обязательно приготовьте такую закуску, я думаю, она вам очень понравится. Четвертый приготовим быструю закуску из сладких перцев с начинкой. Она выглядит красиво и отлично подойдет на праздничный стол. Такую закуску по достоинству оценят все гости. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку. 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 5 вареных яиц трем на крупной терке. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В миску кладем тертый сыр, подготовленные яйца и насыпаем укроп. Немного солим. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Начинку заправляем майонезом и перемешиваем. Для этого количества ингредиентов мне понадобилось 6 столовых ложек майонеза. Начинка готова. 3 крупных сладких перца моем и разрезаем пополам. Аккуратно вырезаем плодоножку с семенами. Я для этой закуски взяла 2 красных перца и 1 желтый. Подготовленные половинки перцев заполняем приготовленной начинкой. Начинку кладем плотно и без пустот, чтобы потом она не выпадала. Количество начинки зависит от размера перцев. Ее может понадобиться немного меньше или больше. Каждую начиненную половинку перца разрезаем на 4 части. Сначала режем пополам, а затем каждую четвертинку еще раз пополам. Закуску красиво выкладываем на большое плоское блюдо по кругу. В серединку тоже выставляем перец с начинкой. Для красоты в промежутках между закуской кладем веточки укропа или листики петрушки. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска перца с начинкой получилась по-праздничному красивой и очень вкусной. Пикантная сырно-яичная начинка и сочный хрустящий перец отлично сочетаются между собой. Готовится она просто и быстро, а с ее приготовлением справится каждый. Эта закуска на столе долго не задерживается, обязательно ее приготовьте. Следующей приготовим закуску лодочки. Такая закуска готовится очень быстро, получается вкусной и никогда не задерживается на столе. – 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 4 вареных яйца трем на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок свежего укропа. Также можно использовать замороженный укроп. В миску кладем тертый сыр, яйца и нарезанный укроп. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс и добавляем 3-4 столовых ложки майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленной начинкой аккуратно начиняем вафельные лодочки. В одну лодочку помещается примерно 1 чайная ложка начинки. Этого количества начинки у меня хватило на 48 лодочек.
Закуску красиво выставляем на блюдо. Сверху лодочки украшаем листиком петрушки. Закуска лодочки получилась вкусная, с нежной сырно-яичной начинкой и легким чесночным вкусом. Обязательно ее приготовьте, она всем нравится и быстро исчезает со стола. Шестой приготовим закуску с крабовыми палочками. Это незатейливая и вкусная закуска с красивой подачей. Готовится просто и недолго. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 3 вареных яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем белки на мелкой терке. Желтки тоже трем на мелкой терке. Также на мелкой терке трем 100-120 грамм сыра. В миску кладем тертые белки и сыр. Сюда же выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза и все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Берем одну крабовую палочку и аккуратно ее разворачиваем. Чтобы легче было найти край, крабовую палочку нужно немного согнуть. Кладем примерно 2 чайные ложки начинки и равномерно распределяем ее по крабовому мясу. Крабовую палочку с начинкой сворачиваем в рулет. Так начиняем все крабовые палочки. Для этого количества начинки понадобится 200 грамм крабовых палочек. Так как палочки у меня длинные, то я их разрезаю пополам. Каждую начиненную крабовую палочку сверху смазываем майонезом и обмакиваем в тертый желток. На большое плоское блюдо выкладываем по кругу листья салата. 100 грамм помидоров черри разрезаем пополам. По кругу на салатные листья, оставляя небольшое расстояние, выкладываем начиненные крабовые палочки. Между крабовыми палочками кладем половинки помидорчиков. В середину блюда выкладываем оставшиеся крабовые палочки. Середину с крабовыми палочками украшаем листиками петрушки. Еще больше разных рецептов закусок смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Блюдо готово, можно подавать на стол. Закуска с крабовыми палочками получилась вкусной и очень красивой. Готовится просто и быстро. Если не хватает времени, то ее можно подать без зелени, просто сложив на тарелочку. Седьмой приготовим очень легкую закуску с колбасой на шпажках. Готовится она очень просто, а на столе выглядит оригинально и красиво. Такую закуску можно приготовить не только на пасхальный стол, но и на любой другой праздник. Сначала приготовим начинку. В миску кладем 100 грамм творога. Добавляем 2 столовых ложки сметаны или майонеза. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все измельчаем погружным блендером до однородности. Творог можно заменить сливочным сыром, тогда массу измельчать не нужно. Мелко режем 3 веточки укропа. Нарезанный укроп добавляем в творожную смесь и перемешиваем. Начинку перекладываем в кондитерский мешок с насадкой звездочка. Берем кружочек тонко нарезанной колбасы и посередине выдавливаем на нее полоску творожной начинки. Кружок колбасы сворачиваем вдвое и прокалываем ее шпажкой ближе к краю. Сюда же на шпажку нанизываем зеленую оливку. Из этого количества ингредиентов для начинки и 100 грамм нарезанной колбасы получилось 20 закусок на шпажке. Закуска с колбасой получилась очень вкусной и легкой, к тому же она очень оригинально смотрится на столе. Обязательно ее приготовьте на свой праздничный стол. Восьмой приготовим праздничную закуску из огурцов. Это легкая, незатейливая закуска, готовится просто, а на столе выглядит красиво и оригинально. Сначала подготовим начинку. 200 грамм отварного куриного филе нарезаем кубиками. Куриное филе можно заменить любым мясом или колбасой. 100 грамм сыра нарезаем маленькими кубиками. По желанию сыр можно натереть на крупной терке. В миску кладем подготовленное куриное филе и нарезанный сыр. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока.
и перчим черным молотым перцем. Все заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Начинка готова. 4 длинных огурца моем и нарезаем бочонками высотой примерно 4 см. В середине каждого кусочка огурца чайная ложка аккуратно вынимаем мякоть, оставляя стенки и дно. В каждый бочонок из огурца кладем подготовленную начинку. Количество этой начинки хватает на 4 длинных огурца или примерно на 30 порций закуски. Помидор разрезаем на четвертинки и вынимаем семена. Здесь будет достаточно одного маленького помидорчика. Я взяла один помидор черри. Мякоть помидора нарезаем небольшими кубиками. Закуску в огурцах выставляем на блюдо. Украшаем листиками петрушки. Сверху для красоты кладем по одному кубику мякоти помидора. Праздничная закуска с огурцами получилась необычной, красивой и очень вкусной. Начинка для огурцов может быть разная, не бойтесь экспериментировать. Такая закуска без сомнения понравится всем вашим гостям. 9. Приготовим быструю закуску на праздничный стол. Для нее понадобится всего лишь 3 ингредиента и примерно 15 минут времени. Получается она вкусная и необычная. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем 200 грамм фиников, моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5-10 минут. Пока настаиваются финики, берем сыр с голубой плесенью. Я взяла сыр Дорблю. Нарезаем его на небольшие брусочки. Для 200 грамм фиников понадобится 120 грамм сыра. Финики уже настоялись, сливаем с них воду и у каждого финика делаем продольный надрез, не разрезая финик до конца. Вынимаем косточку. В каждый подготовленный финик кладем кусочек сыра. Сверху немного вдавливая кладем четвертинку грецкого ореха. Таким методом складываем все закуски. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 22 закуски. Закуска из фиников с сыром и орехом получилась необычная и очень вкусная. Готовится она просто и быстро. Такая закуска отлично подходит для фуршетного праздничного стола. Если вам понравился рецепт таких праздничных закусок, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.